это трындец, ребята, гляньте, что у меня дома. Это просто жесть. Дец, ляг. Твою мать. Это Таганрог сегодня ночью. После удара дрона повреждены 2 многоэтажных дома. Есть пострадавшие. Кроме того, сегодня в выпуске. ВСУ обстреляли спецназ «Ахмат». В Литве нашли 4-го погибшего американского военного. А Пугачева выпустила сразу 2 новых песни. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Российские власти вновь саботируют соглашение о прекращении огня, но напирают на то, что это делает Украина. Яркая иллюстрация – вчерашнее выступление Путина на Совбезе. Темой были террористические угрозы, но свою речь он по заготовленному заранее сценарию начал с вопроса министру обороны Белоусову. Как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной? После перед пропагандистами выступил глава МИД Лавров. Энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время, может быть, с перерывом на 1-2 дня. Лавров долго говорил о том, как Киев не соблюдает режим прекращения ударов по энергообъектам. При этом российские военные практически ежедневно оставляют без электроэнергии украинские города. Лавров заявил, что это не так. Россия соблюдает мораторий на 100%. Вот буквально. Черное – это белое. Также он сказал, что готовится 2-я встреча делегаций России и США. Американской стороне передали список нарушений, допущенных Украиной, конечно же. Также в Кремле приняли президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Почему это важно? Додика обвиняют в поддержке российского диктатора. В Москве он оказался спустя несколько дней после того, как Интерпол выдал ордер на его арест. Месяц назад чиновнику назначили год лишения свободы и запрет на участие в политике на 6 лет за неподчинение Конституции страны. После конфликта с боснийскими властями Милорад Додик еще в мае 23 года ездил в Москву. Тогда на фоне войны он встретился с Путиным и пообещал ему не присоединяться к антироссийским санкциям. А вторжение в Украину открыто назвал вынужденной мерой. Теперь же он обещает принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. Увидим, попадет ли он в компанию осевших в России Виктора Януковича и Башара Асада. Тем временем серия взрывов в ночь со вторника на среду прозвучала над Одессой. Валим, чуешь? Идем, кажу! Быстрее! Местные паблики сообщают о массированном ударе дронов. Кроме того, тревога звучала в Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областях. В Запорожской области, по предварительным данным, 1 погибший. При ударе по Харькову пострадали 8 человек, из них 3 детей. Также возникло несколько пожаров, в том числе в частных домах. А это Таганрог сегодня ночью. Капец, у тебя там сзади стекло не выбило? Да нет, нормально. В результате атаки дронов 2 многоквартирных дома повреждены, 2 человека получили ранения. У них ожоги и порезы. Еще 1 многоквартирный дом поврежден в Курске. Всего в Минобороны отчитались о 93 сбитых беспилотниках над территорией России. 87 из них над Курской областью. На фоне продолжающихся ударов из Вашингтона все чаще приходят новости о том, что Трамп недоволен и разочарован Путиным. Он, наконец, заметил, что Кремль специально тормозит переговоры о прекращении огня. А это значит, что пора усиливать санкции. Как сообщила у себя на странице в X журналистка Fox News Джеки Хайнрих, главной мишенью должен стать российский теневой флот. Апти Алаудинов пожаловался, что ВСУ атаковали дронами и минометами группу спецназа «Ахмат», которая занималась транспортировкой раненого. Произошло это, естественно, не на фронте, а неподалеку от курской деревни Куриловка, которую российские военные объявили освобожденной еще в конце февраля. По словам Алаудинова, никто из находившихся в машине, цитата, «не получил смертельных ранений». Понять, в каком состоянии пострадавшие бойцы тикток-войска с таких формулировок весьма проблематично. Но, конечно же, видео тоже подоспело. Барабанные перепонки порвало. Вот здесь тоже осколки есть какие-то в голове. Машину уничтожили, сожгли. 3 мины наехали. Но, альхамдулиллах, мы идем дальше.
Ну а глава Чечни Рамзан Кадыров одарил своего сына очередной должностью. Теперь 17-летний Адам – куратор МВД Чечни. Об этом назначении было объявлено в понедельник на совещании ведомства. Сразу же после этого Кадыров-младший принялся раздавать медали и назначения. Впрочем, он и сам недавно получил уже 17-ю медаль. На этот раз за боевое отличие. Правда, в каком бою он так отличился, история умалчивает. А в 23-м году Адам также получил должность руководителя службы безопасности Чечни. Третий срок Дональда Трампа. Эта тема снова на повестке. На этот раз об этом заговорил спикер Палаты представителей Конгресса страны Майк Джонсон. Well, I just told everybody to read the Constitution. There's a constitutional path. You have to amend the Constitution to do it, and that's a high bar. You know, the president and I have talked about this, joked about it. He's joked about it with me on stage before. You know, we take him at his word. I understand why so many Americans do wish that he could run for a third term, because he's accomplishing so much in this first 100 days that they wish it could go on for much longer. Риторика уж очень подозрительно напоминает ту, что предшествовала обнулению Владимира Путина. Президент, мол, сам не рвется во власть и понимает ограничения. Это все люди просят. Впрочем, Трамп днем ранее обозначил всю серьезность своих намерений и заявил, что не шутит, и есть методы, которые могут позволить обойти ограничения в 2 срока в должности президента. Правда, издание «Нью-Йорк Таймс» пишет, что все эти разговоры про третий срок могут быть очередным пиар-трюком Трампа. С одной стороны, это отвлекает публику от других скандальных тем, таких как утечка переписки чиновников Белого дома в «Сигнале», например. А с другой, это заставляет людей, которые придерживаются левых взглядов, чувствовать себя некомфортно. А также это показывает, что Трамп будет у власти дольше, чем мы можем ожидать. В Литве нашли тело 4-го и последнего американского военного, который пропал на учениях возле границы с Белоруссией неподалеку от города Пабраде. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке. Это трагическое событие, но оно еще раз показало, что значит иметь союзников и друзей. Личности солдат пока не разглашаются до уведомления их родственников. Я напомню, ремонтно-эвакуационная машина с 4 военными затонула 25 марта на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса. Трагедия произошла во время выполнения задания по ремонту и эвакуации поврежденного тактического транспортного средства. И еще одна новость из Литвы. Здесь впервые после Второй мировой войны Германия разместила свои войска у российских границ. Причина – агрессивная война, которую развязал Владимир Путин против Украины. Накануне под Вильнюсом прошла официальная церемония вступления в строй 45-й бронетанковой бригады Бундесвера. Вот что заявил ее командующий генерал Кристоф Хубер. «Мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников. Таким образом мы защищаем территорию НАТО и саму Германию». Конец цитаты. Планируется, что окончательной боеготовности бригада достигнет к 2027 году. Планируемая численность подразделения 5000 человек. Они будут находиться в стране постоянно. Компания «Норникель» связана с разливом незамерзающей воды на Норильской трассе. К таким выводам пришел Ростехнадзор по итогам выездного обследования. Таким образом, подтвердились подозрения местных активистов, которые считали, что разлитая на ведущей к аэропорту трассе жидкость может быть технической водой с предприятий «Норникеля». Даже при температурах до минус 45 градусов вода не замерзала. В «Норникеле» же это назвали природным явлением. Вот что еще 7 марта заявили в компании. Вблизи выхода воды на дорогу не располагается никаких опасных производственных объектов. Сброс воды также не осуществляется. Вода имеет естественное происхождение, не является технической и не представляет никакой экологической угрозы. Конец цитаты. Впрочем, как сообщили общественники изданию «Сибирский экспресс», даже несмотря на выписанное Ростехнадзором предостережение, вода как вытекала, так и вытекает до сих пор. Проблема сохраняется уже около 2 месяцев. В начале марта председатель коллегии «Мой дом Норильск» Руслан Абдулаев призывал ввести режим ЧС хотя бы на местном уровне, чтобы разобраться в причинах утечки. Алла Пугачева выпустила сразу 2 новые песни. Обе они посвящены войне и доступны на официальном YouTube-канале певицы. Первая «Мама». Она построена как диалог матери и сына. Там есть, например, такие слова: «Отпустила тебя, бесы попутали, сердце вдруг стало невмочь, а ты снишься мне каждую ночь». Стихи к этой песне Алла Борисовна написала сама, а музыку Андрей Мисин. Вторая композиция называется «Поцелуй войны». Слова к ней сочинил поэт Андрей Ордынец, а музыку снова Андрей Мисин. Изначально обе песни были опубликованы в фанатской группе Пугачевой в субботу, 29 марта, но позже они были удалены. После начала войны Пугачева и ее муж Максим Галкин покинули страну и неоднократно становились объектами нападок пропаганды. Вот 26 марта стало известно, что канал Дом кино, например, размыл изображение певицы в фильме «Ледокол». Понять, кто изображен на снимке в кадре, просто невозможно. Причина такого решения неизвестна.
И еще одно очень ожидаемое многими возвращение самого известного белорусского киллера Джона Уика, он же Джордани Йованович. Его роль в 5-й раз исполнит Киану Ривз. Это официально подтвердила кинокомпания Lionsgate на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Режиссером картины снова выступит Чет Стахелски. Кроме того, анонсированы спин-оффы франшизы. Сольный фильм получит персонаж слепого киллера Кейна из 4-й части. Также в планах анимационный приквел истории самого Джона Уика. Правда, конкретных дат выхода пока не называют, зато уже скоро в прокат выйдет спин-офф Джона Уика «Балерина с Анной де Армас». По данным Кинопоиска, в России картину будут показывать с 5 июня. Умер актер Вэл Килмер. О его смерти сообщило издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на дочь Килмера Мерседес. Ему было 65 лет, причина смерти – пневмония. На счету актера порядка сотни картин: «Дорс», «Настоящая любовь», «Схватка», «Александр». Одна из последних работ в картине «Топ Ган Мэверик» с Томом Крузом. Сегодня 2 апреля, Всемирный день информирования об аутизме. Аутизм – это одно из самых распространенных расстройств нейроразвития. В среднем он встречается у каждого сотого. Это состояние влияет на поведение и общение человека и не зависит от его статуса, образования или образа жизни. Оно проявляется в детстве и сохраняется всю жизнь. Если вы подозреваете, что у вашего ребенка может быть аутизм, пройдите короткий опросник, ссылку вы найдете в описании. Это займет всего несколько минут. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео и ставьте лайк им тоже. Так вы показываете YouTube, что наш контент интересный и его можно рекомендовать. Ну, то есть помогаете нам распространять наши выпуски. Берегите себя и увидимся.